Китай объявляет войну, корабли вышли на маршрут, но главный удар будет не пушками, авиация поднята по тревоге. Союз разделился на два лагеря, революция начинается с первого суда, и аргументы достаточно жесткие. Новый фронт, в Польше уже есть первые жертвы, связано ли это с войной и как уберечь себя? Россиянам блокируют банковские переводы. Расплатиться теперь без контроля государства не получится? Что случилось? Об этих и других самых главных событиях утро вторника, 3 февраля. Спасибо, что вы с нами вместе. Отделяем важное от шума. Я, Алексей Бурлаков, это «Нехта». Начинаем прямо сейчас. Евросоюз дает трещину, и трещина эта проходит по газовой трубе. Венгрия подает иск в суд Европейского Союза, чтобы оспорить решение о запрете импорта российского газа. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Будапешт требует отменить ограничения через судебную процедуру. Аргументы жесткие. По версии Венгрии, запрет на энергоресурсы можно вводить только через санкции, а они требуют единогласного решения всех стран ЕС. Второй пункт. Государства сами вправе выбирать поставщиков энергии. Ну а третий – принцип энергетической солидарности. Решение, мол, бьет по безопасности поставок именно для Венгрии. А как вы думаете? Свое мнение пишите в комментарии обязательно. Дипломатическая дуэль продолжается, напряжение растет. Стороны снова обменялись ударами. Великобритания отозвала аккредитацию у сотрудника российского посольства в Лондоне. В МИД королевства вызвали посла РФ Андрея Келлина и официально объявили о решении. Лондон прямо назвал шаг зеркальной мерой. Там же предупредили, любые новые действия Москвы сочтут эскалацией, и ответ тоже последует. Поводом стала январская высылка британского дипломата по обвинению в шпионаже. Лондон эти претензии отверг как безосновательное. Это уже не первый обмен ударами. Похожие высылки были и в феврале, и в марте прошлого года. Дипломатический канал остается открытым, но градус снова растет. Юань объявляет доллару войну. Лидер Китая поднимает ставки. Си Цзиньпинь призвал сделать юань одной из ключевых мировых резервных валют. Об этом пишет Financial Times. Китайский лидер заявил, Китаю нужна мощная валюта, которой будут широко пользоваться в торговле, инвестициях и на валютных рынках. По сути, заявка на новый финансовый статус Пекина. Но за словами условия, Си говорит о более сильном Центробанке, конкурентных банках и развитых международных финансовых центрах. Это часть долгой стратегии усилить влияние Китая в мировой экономике. Аналитики отмечают, без реальных реформ и доверия инвесторов такой рывок невозможен. На фоне разговоров об ослаблении доллара и споров вокруг валютной политики США сигнал звучит громко. Это уже не просто экономика, это борьба за правила мировой финансовой игры. Наконец-то взялись за голову, или дальше заявление дела не пойдет? Европа готовится к войне дронов. Польша подписала контракт на модульную противодроновую оборону, которую называют самой современной в Европе. 18 батарейных модулей позволят нам адаптироваться к новым условиям военного времени. Да, война уже не та, что раньше. Во многом это связано с наблюдениями за тем, что происходило в Украине, и массовым сбитием дешевых беспилотных летательных аппаратов, таких как дроны. Это будет чрезвычайно важно. По словам Сикоры, система САН будет защищать не только Польшу, но и границы ЕС и НАТО. Проект софинансируется программой Евросоюза SAFE, что подчеркивает, речь уже не о локальной закупке, а о части общеевропейской оборонной архитектуры. Конфликт за конфликтом. Неужели они такие осмелятся? Это разведка или проверка нервов? Каждая провокация рискует перерасти в полноценную войну. Тайвань сообщил, что вертолет армии Китая вошел в восточную зону ПВО острова. Рядом находились еще 6 китайских военных кораблей. Об этом заявило Министерство нацобороны Тайваня. Тайбэй поднял авиацию, вывел корабли и привел в готовность береговые ракетные системы. При этом вертолет не пересекал срединную линию Тайванского пролива. Но фон куда шире. По данным правящей партии Тайваня, число вылетов китайской авиации вокруг острова выросло почти в 15 раз за 5 лет. С 380 до 5709 в год. Это так называемая серая зона, давление без прямой войны. Частые маневры, подход к границам, расширение зон учений. Только за декабрь зафиксировали 269 самолетов и 214 кораблей. Это уже не разовая акция, а постоянная военная тень у границ острова.
Переговоры на пороге или пауза перед новым витком эскалации. Иран заявил, что оценивает условия для возобновления диалога с США. Об этом сообщил представитель МИД. По его словам, стороны уже обменялись рядом пунктов, и сейчас Тегеран изучает детали возможного дипломатического процесса. Решение может быть принято в ближайшие дни. В обмен на меры по укреплению доверия и снятия надуманных предлогов, связанных с обеспокоенностью по поводу ядерной программы Ирана, нашим требованием, безусловно, является отмена несправедливых санкций, которые в последние годы были введены против иранского народа. Вопрос, с которым мы сейчас имеем дело, также включает угрозы и, разумеется, в любых переговорах, в любом дипломатическом процессе все это должно рассматриваться в комплексе. Фон напряженный. У берегов Ирана усилилась активность ВМС США. Это происходит после жесткого подавления протестов внутри страны. Дональд Трамп ранее угрожал вмешательством, а теперь требует от Тегерана ядерных уступок. Ситуация балансирует между дипломатией и риском новой эскалации на Ближнем Востоке. И, как обычно бывает в таких ситуациях, появляется Россия, которая заявляет, что может пока, временно подержать у себя уран, пока все успокоится. Эта тема давно была на повестке дня, и Россия предлагала эти свои услуги достаточно давно, как возможный вариант, который привел бы к снятию определенных раздражителей для ряда стран. Сейчас же Россия продолжает свои усилия, продолжает контакты со всеми заинтересованными сторонами. Тесла теряет скорость в Европе. В январе продажи резко просели. В Норвегии минус 88% год к году. Зарегистрировали всего 83 машины. Во Франции падение на 42% до 661 авто. Это минимум за более чем 3 года. Цифры подтверждают Национальная автоассоциация. Фон сложный, растет давление со стороны китайских брендов. Плюс меняются правила господдержки электромобилей в разных странах. При этом сам рынок электрокаров в Европе в целом рос в прошлом году. А у Tesla спад по регистрации на десятки процентов. Контраст заметный. Вопрос теперь в том, временная ли это просадка или начало более глубокой потери доли рынка. Первые жертвы в Польше. Зима здесь начала убивать, и это не метафора. Кажется, речь идет просто о морозах, но цифры, которые накануне прозвучали из уст замглавы МВД Веслова-Щепанского, заставляют по-другому взглянуть на происходящее. С начала зимы счет погибших уже пошел на десятки, и это официально подтвержденные данные МВД. Власти признают, ситуация выходит за рамки обычной холодной погоды. А дальше детали, от которых становится не по себе. Число жертв отравления угарным газом выросло до 54 человек. В свою очередь 38 человек погибли от переохлаждения. Многие умирали не в лесах, а в городах, рядом с теплыми зданиями и пунктами помощи. И впереди новые ночи экстремальных морозов. Власти Варшавы запустили бесплатные ночные автобусы для обогрева, а также развернули в городе палатки, где можно согреться. Вопрос стоит страшный, он теперь уже не в том, будут ли новые жертвы, а в том, сколько их будет, кто следующий и как этого всего избежать. Земля задрожала, и это почувствовали сразу несколько регионов. В Азовском море 2 февраля зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8 баллов. Толчки ощутили в Крыму, а также в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Данные привел Евросредиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр находился примерно в 20 километрах к северо-западу от мыса Казантип, восточнее Арабатской стрелки. Глубина около 10 километров. Это уже ощутимый уровень, когда вибрация чувствуется в зданиях. Для сравнения, недавнее землетрясение в Тернопольской и Полтавской областях были слабее — 2,9 и 3,1 баллов соответственно. Сейчас вопрос главный — это единичный толчок или начало сейсмической активности. Не Эпштейном единым. Среди селебрити тоже хватает неоднозначных персонажей. Скандал в королевской семье Норвегии. Сына кронпринцессы Мариуса Борга-Хёйби снова задержали и прямо перед судом по другому делу. Об этом пишет The Guardian. Полиция Осло заявила, что его взяли по подозрению в нападении, угрозах с ножом и нарушении запретительного предписания. И все это за 2 дня до начала суда по большому делу. Речь идет о 38 эпизодах, среди них 4
обвинения в изнасиловании, домашнее насилие и скрытая съемка женщин без согласия. Хёйби отрицает самые тяжелые обвинения. Полиция просит арестовать его на 4 недели, опасаясь новых преступлений. Он сын кронпринцессы от первого брака, но не наследник престола. Ранее его уже задерживали несколько раз, а максимальный срок по делу может достигать 10 лет. История, которая бьет не только по семье, но и по репутации монархии. Танки танками, а лошадей никто не отменял. Россия за 6 лет отправила в КНДР более 100 породистых лошадей. Об этом пишут корейские медиа. Животные идут в элитное военное подразделение и кавалерийский полк Ким Чен Ына. Ключевой поставщик Татарстан. Там находится одно из ведущих племенных хозяйств. Среди пород орловские рысаки. Это старая российская линия, известная выносливостью и эффектным видом. Именно серых орловских рысаков используют северокорейские генералы на парадах в Пхеньяне. Для режима это не просто церемония, а символ силы и власти. Образ Ким Чен Ына на белом коне регулярно становится частью пропаганды. Связи тянутся давно. Еще в 2003 году Владимир Путин подарил Ким Чен Иру 3 таких лошадей. С 2019 по 2024 годы поставки шли партиями, десятки голов за раз. В последние годы сотрудничество стало системным, северокорейские специалисты приезжали в Россию, а заводчики из разных регионов получали разрешение на экспорт. Даже парадная картинка, похоже, имеет свой логистический маршрут. Россиянам блокируют банковские переводы. Написал «за аренду» и деньги зависли. Теперь перевод могут стопнуть из-за одного слова. Банки в России массово проверяют комментарии к платежам. Уже около 22% переводов между людьми проходят доп-контроль из-за текста в поле сообщения. А число блокировок по этой причине за год выросло на 15%. Системы автоматически читают все, что вы пишете получателю. Слова «заказ», «услуги», «товар», «аренда» могут посчитать признаком бизнеса через личную карту. Совет юристов: пока лучше не заполнять совсем, иначе перевод могут заморозить, а потом придется доказывать банку, что это личные деньги, а не отмывание. Параллельно ЦБ усилил фильтры. Подозрительным считается перевод в необычное время, на непривычную сумму или новому получателю. Крупные банки уже охлаждают примерно 330 тысяч операций в месяц. Масштаб такой, что с блокировками могли столкнуться до 2-3 миллионов человек. И это уже не сбой системы, это новая норма. Друзья, нас с вами уже 3 миллиона, и это только если считать платформу YouTube. На всех наших платформах, во всех проектах наших зрителей уже около 7 миллионов. Мы благодарны вам за поддержку и спасибо, что остаетесь с нами. А в прошлом выпуске мы говорили о прекращении энергетического перемирия, угрозах Медведева ударить по Финляндии, о шутках Дональда Трампа про новые штаты, которые могут оказаться не шутками, а также о том, что теперь теневой флот РФ будет вооружен и опасен. Если не видели, обязательно посмотрите. А мы с вами встретимся уже вечером.